Всем привет! У нас последние тесты. Последние тесты перед тем, как мы все покроем аллюром. Последние тесты. Они будут у нас связаны с Draggable, вот, с перемещением. Тут все достаточно просто. Здесь вы сможете отлично справиться сами. Единственное, что я хочу сказать по поводу тестов. Если вы первый раз на моем канале, то посмотрите видео пролог в плейлистах, то есть самое первое видео этого плейлиста, пролог о том, кто я такой немножко, что это за курс. Мы здесь делаем пет-проект, наш первый пет-проект для портфолио, связанный с тестированием UI на языке Python. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, либо можете писать какие-то свои вопросы в комментарии, то есть мы можем с вами пообщаться на какие-то интересующие вас вопросы. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, мне это очень важно, это мотивирует меня делать еще материал, особенно если это вам нужно. Что хочется сказать по поводу этой страницы. Я буду писать тесты на две вот эти вкладки. И вам предлагаю написать тесты на вот эту вкладку самостоятельно. То есть я писать их не буду. Здесь достаточно все просто. Мы должны определить, чтобы наш контейнер, который внутри вот этого бокса, он перемещался в рамках, условно, вот этого бокса, то есть не дальше, не больше и не меньше, точнее, я бы сказал, не уходил за рамки вот этого дива, а вот этот контейнер не уходил за рамки, соответственно, его маленького такого дива. Тут достаточно и просто, и интересно, потому что все для того, чтобы сделать эти тесты, у нас как бы все знания есть, поэтому я вам предлагаю сделать это самостоятельно. Единственное, я как бы не то, что не рекомендую, я как бы не вижу смысла автоматизировать вот этот тест. Вот, он связан с тем, что у нас разные поинтеры, то есть вот курсоры при перемещении. То есть my cursor is at top left, то есть он появляется наверху слева, вот видите, такого вида курсор. Здесь курсор появляется bottom, то есть под дивом классический курсор, а здесь он как бы по центру. В плане автоматизации не очень понятно, зачем это нужно было бы делать. То есть, например, в плане ручного тестирования, окей, там можно написать там кейсы, чтобы при таком элементе был у нас один курсор, при таком такой. Четких критериев для того, чтобы найти этот курсор, например, в элементах нету. Единственное, что я такой нашел, это в источниках Source, в JS. Сейчас мы посмотрим. То есть там они... Вот курсор центр. Вот функция курсор top left. Мы получаем курсор типа crosshair. Здесь курсор типа move. И здесь просто у нас обычный курсор, где bottom. Вот, соответственно, может быть, с помощью этих функций там как-то обращаться к ним через JavaScript можно получить вот эти стили курсоров и там их проверять. Но я не очень понимаю как бы смысл этой автоматизации, поэтому я пропущу эту вкладку и как бы в рамках наших тестов, мне кажется, в рамках нашего проекта, мне не кажется она важным. Поэтому, если вам интересно и хочется разобраться, пожалуйста, welcome. Это, несомненно, наверное, будет полезно вам. Вот, но лично я данную вкладку пропущу. И еще раз повторю, я сейчас буду автоматизировать вот эти две вкладки, а вам рекомендую сделать самостоятельно тест на третью вкладку Container Restricted. Вот. Ну и давайте начнем. Как обычно, я уже стал как бы экономить время и сразу расписал все локаторы необходимые, но у нас особо локаторов тут нет. В нашем случае первый Simple. Вкладка, она будет у нас
здесь просто drag me. Единственное, что я здесь не сделал, это simple tab. Вот давайте сейчас я найду сразу simple tab. По сути, для тестов она у нас не особо нужна, как и в других вариантах. Я имею в виду там в Dropable там, и так далее. Первая, то есть вкладка, она как бы не нужна, потому что у нас страница так открывается на первой вкладке. Но в любом случае, для того, чтобы это было... Так, давайте проверим. Кстати говоря, вот видите, у нас два элемента, которые имеют такой айдишник. Вот, но если мы сделаем так вот, у нас получается один. Вот, поэтому здесь вставим это дело. И давайте напишем эти тесты. Так, что у нас здесь есть? Я так немножко его разобью на несколько методов. Мы будем получать top position и left position. Вот сначала просто функцию, которая у нас будет делать simple drag box. Ну, метод в смысле. Вот, поэтому нам нужно что? Drag div self element is visible drag me. А далее нам нужно before и after position. Даже немножко обманул, потому что у нас здесь будет сразу так вот, ну, как бы и в этом тесте нам тоже понадобится получение позиции, соответственно, нам нужно получать значения до и после, и для этого нам нужно объединить несколько методов. Как бы нам вот это сделать? Ну, давайте сделаем так. У нас будет def, только он будет такой общий, поэтому я здесь повыше его сделаю. Def get before and after positions. Да что ж ты. Будет у нас параметр drag элемент, в котором будем класть наш аргумент. И здесь, то есть у нас будет self action by offset. By offset делаем drag элемент, а offset у нас будет, ну, random и randint. Случайно от нуля, там, допустим, до 50 по x и по y. По x, по y. Сначала берем before position. Before position и drag элемент у нас будет get attribute style. И потом то же самое, но только after position. Ну, в принципе, можно было бы, да, наверное, обойтись, просто брать before position, а потом просто after position, но в таком случае у нас там будет before, по-моему, у нас будет тогда по нулям. Давайте посмотрим. Ну да, у left у нас минус 60, например, топ 0. Потом при перемещении они у нас... Нет, подождите. Сейчас я обновлю. Ой, не то, simple нам нужен. Видите, simple здесь ничего нет. Когда мы двигаем, позиция меняется, потом еще подвигаем, например. У нас там она все время меняется. Поэтому будем двигать и проверять, чтобы вообще прям изменялось постоянно. Вот, и сделаем опять здесь before position, after position. Сделаем get, точнее здесь self get before after position. И указываем drag div. Before
Надо return снять. Before, after. Вот это у нас получается такой simple drag and drop. И здесь указываем. Вот давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, вот мы получаем left 2.17, 3.36. Ну и посмотрим, может быть, еще раз. Ну, так как у нас рандомное число, интересно, в какой он может еще завести сторону. Ну вот 26, 17, опять так получилось 41, 31. То есть у нас все время разные значения. Вот, поэтому таким вот образом сделаем. А тест у нас будет так вот описан. Вот, позиции не были изменены, если они там, например, равны. Ну, давайте тогда сделаем and before больше нуля. Нет, по сути у нас тогда наш текст. Ладно, все забыли. Так, теперь давайте с ASICS. ASICS Restricted, Draggable. С ним поработаем. Здесь у нас также по поводу локаторов ASICS Tab, то есть сама вкладка, кстати говоря, я забыл указать. Здесь self, ну, чтобы у нас везде все соблюдалось, как соблюдается. Тоже здесь будем кликать на Tab. Вот, значит, у нас есть only X, only Y, ASICS Tab, который надо передвигать, то есть только по оси X и только по оси Y. То есть я пытаюсь, как видите, мышка уходит лево-право, но Y не смещается в эти места. То есть нам надо проверить, что когда мы кидаем их, пытаемся их подвигать влево-вправо одновременно, как simple, у нас должен в данном случае меняться здесь только, что у нас там меняется, left, только left position, а здесь у нас должен меняться только top. Ну, думаю, тоже достаточно понятная, простая такая вещь. Единственное, что я здесь, наверное, ну, еще помимо того, что нам надо, добавлю, у нас будет перемещение, то есть два метода, которые перемещают один Y, один X, вот, для того, чтобы мы могли удобно взять оттуда наши конкретные значения. Немножко расширю, так сказать, тест для того, чтобы было более наглядно, как работать, ну, как можно еще вытащить все эти дела. Ну, то есть я мог бы также просто брать там позицию, сравнивать и все, но этого было бы недостаточно. Вот, и поэтому нам надо сделать какие методы. У нас должен быть get top position. Здесь нужны нам positions. Здесь у нас будет def get left position. Вот. И тут сначала нужно, конечно же, сделать self элемент из visible, и нам нужно кликнуть на Axis Tab. Затем нам нужно получить, точнее, определяем наш only X, находим его. Self-locators у нас будет здесь only X. Затем нам нужно получить позицию как раз-таки X. А для этого мы используем position X. Get before and after position. Only X будет. То есть мы здесь подвигаем и получим вот эти позиции. Но нам нужно выделить только X. Ну, в смысле, его и top, и left, after, и before. То есть нам нужно сравнить X до X, left, top before, top after, и left before, left after.
Поэтому у нас будет, например, здесь вот top x before, top x after, потом потом left x before и left x after. Здесь нам нужно как раз таки будет использовать get. Здесь нам нужно будет использовать get top position, а здесь get left position. А тут у нас будет как раз таки position x. Вот, но немножко, точнее, с небольшим условием. Почему? Потому что здесь мы же получаем где-то before, где-то after, поэтому где before у нас индекс нулевой, где after индекс единичка. И также где after индекс нулевой, и где-то единичка. Окей. В таком случае мы, ну, значит, это получаем все, что нам надо. А теперь нам надо наши вот эти вот методы position дописать. Вот, но для этого нам нужно понять, что же мы в итоге получаем. Сейчас, смотрите, я закомментирую. Напишу print position x. Здесь я сделаю trackable restricted x. Просто чтобы он выполнился, мы в принте получили то, что мы должны получить. Пользуемся регулярным выражением. Вот смотрите, у нас получилось два элемента, то есть это с нулевым индексом, это с первым индексом. Возьмем сразу нулевой индекс, условно, это у нас будет, нам что здесь нужно взять? Нам здесь нужно взять before значение. Но так или иначе, самое главное, что нам нужно здесь взять, это топ позицию, то есть топ. Какой у нас здесь топ? Мы должны получить желательно циферку. И мы, я сейчас вернусь в дебаг, и мы здесь сделаем, воспользуемся библиотекой, которая отвечает за регулярные выражения. Мы будем использовать метод findAll, чтобы найти все, ну то есть, условно, как это работает. Имеем дату, и нам нужно сделать print data. Ну, давайте, пока здесь будет просто дата, для того, чтобы посмотреть. Ну, допустим, вот мы имеем, делаем, значит, run debug, у нас получается наша строка. Что же нам сделать для того, что, как мы можем сделать? Мы можем сделать, что в нашем случае, сделать сплит по вот этому значению, условно там, потом, например, сделать, точнее, сделать, да, сплиты по вот этим значениям, взять наш второй индекс, здесь сделать сплит по двоеточию, потом взять, например, отсечь там пиксели, отсечь, не знаю, там, буквы и так далее. Можно сделать чуть попроще и воспользоваться регулярными выражениями, regex expressions. Это такая вот, значит, re наша, у нас должна быть refine all. Она сразу, давайте, заимпортировалась уже сразу. Что, о чем это нам говорит? То есть это возвращает список или все вот значения, которые сматчились, то есть которые соответствуют регулярному выражению в строке. Вот. То есть все значения. И вот это вот нам, значит, надо, и вот это. Вот это. Казалось бы, если я первый раз занимаюсь вот этим, я не знаю, что за регулярное выражение и каким образом мне бы подобрать. Давайте логически рассудим. Первое, что нам нужно, ну и единственное, что нам нужно, это взять вот эту часть. Нам нужно вот это значение. Только вот это, только топ. У нас есть
еще значение. То есть смотрим, здесь есть две цифры 0 и 43. На бум просто набирать непонятно что сложно, поэтому я рекомендую такое действие брать. Вы копируете текст такой, с которым вы будете работать. Заходим сюда, пишем regex. И вот условно там первый regex 101. Это вот такая специальная, значит, мы пишем сюда наш текст, который нам надо, а дальше мы используем, можно использовать здесь документацию, чтобы знать, что нам нужно выбирать. Там разные эти вот виды. Для того, чтобы понимать, каким образом какое нам нужно вот это регулярное выражение для того, чтобы взять эти цифры. Что у нас здесь есть? Ну да, то есть через Python можно, понятно, да. Ну нет, это не интересно. Просто мы посмотрим сейчас. Вот наше выражение, правильно? Если, например, я могу выбрать букву P, нажимаю, у меня выбираются все буквы P, как вы видите. Если я там сделаю, например, с точкой, то любое следующее any character, следующее. Если я хочу всю строку после P, например, я звездочку поставлю, у меня все выделится, потому что первое слово P. А если, например, я бы сделал O, то вся строка после О, первого самого появляющегося, то P не будет трогаться, ну условно так. И нам нужно взять цифры. Цифры у нас тут есть вот разные, раз у нас, где у нас, any digit. Ну, цифра это digit, то есть нам нужна какая-то any digit. Давайте, кстати, здесь сделаем Python, потому что у нас будет R регулярка, и вот здесь правильно есть. Так вот начинается и так вот заканчивается в Python. Наша регулярка, она нам нужна, то есть нам нужно цифру получить. Чтобы цифру получить, нужно /d. Вот так. Видите, мы получаем цифру 430. Но в нашем случае сейчас вот это регулярное выражение говорит нам о том, что нам нужна одна циферка. Мы одну циферку выбираем. Но если мы сделаем в квадратных скобочках, что нужна цифра от 0 до 9, у нас будет полностью выбираться. То есть здесь мы говорим, что найди число от 0 до 9, в смысле вот эти символы от 0 до 9. То есть в данном случае выберется только вот эти два числа, потому что это первое включение. То есть здесь, например, если бы я поставил бы еще одно число, то у меня бы тоже это объединилось. Но так как у меня здесь 0 единственное. Это интересная тема, я не буду в ней, тут все написано. Вот. Я не буду по ней много занимать времени, потому что она в интернете много этих уроков по поводу того, как работать с регулярками. Может быть, вы еще лучше способы, удобнее найдете, чем я. Но, в общем. Далее мы используем знак или, то есть такая вот палочка, которая говорит нам or. То есть, видите, вверху альтернатив equivalent to boolean or. То есть, или то, или то. И опять выбираем d. И у нас получается, что мы находим 43 и 0. 43 и 0. И нам это выражение достаточно, потому что нам это и нужно. И снова вернемся сюда. Здесь смысл такой, что мы пишем r. Вот это вот выражение, видите, оно сразу подсветилось, потому что мы используем r. Если мы вот r уберем, у нас она сразу find all идет, поэтому в смысле сразу в регулярке, там все нормально. Не берите в голову. Вот. Далее я беру дату. Но что я хочу взять? Я хочу вот это выражение применить сразу к вот этой строке. То есть я беру здесь split, чтобы уж точно убедиться и избавиться от лишнего. Split 2. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот мы получаем 0. А если мы, например, не будем убирать сплит? Вообще сплит не будем трогать. Вот так вот сделаем. Что получится? Вот 43 и 0.
43,0. Даже в нашем случае это было мое лишнее. Я вот так вот сделаю и выбираю так. Вот видите, у нас получается пусто здесь, кстати говоря. Потому что сначала нам, то есть здесь получается у нас, он ищет просто, он здесь нашел этот массив, уже итогово из этой вот строчки. Если я сюда, то есть здесь, если я вписываю индексы, то эти индексы, они относятся к строке. Все, как бы глупо я сделал. То есть если я выберу 0, 1, там 2, 3, то у меня будет вот эти буквы перебирать, что мне это не нужно. Поэтому, чтобы более четко, чтобы именно наш топ, именно топ значение у нас лежало здесь, нам нужно максимально приблизиться к нему. Условно делая сплит. Вот сплит, если я сделаю, что у нас получится? Ну да. Вот, допустим, 1 у нас будет 1, 2 у нас будет 0. Почему так? Давайте сейчас мы сделаем это. То есть мы print делаем data split точка с запятой. И посмотрим, что же у нас будет. Видите, у нас будет раз элемент, то есть индекс 0, индекс 1, индекс 2 и даже индекс 3 есть. Вот. Поэтому мы обращаемся ко второму и получаем 0. Вот. Соответственно, это как раз таки и будет наш способ, чтобы получить значение. И то же самое, но только для left. Как вы поняли, нам здесь нужен просто первый индекс. И здесь получается у нас уже, можно сказать, все готово. Единственное, что здесь мне нужно, это return, который будет возвращать у меня два массива. Это top before, top after, left before, left after. Я сделаю аналогичную ситуацию я сделаю дублирующий метод, но это будет связано с Y. Вы обязательно измените и сделайте это красиво, хотя бы так, как мы сделали здесь. То есть я вот здесь сделал опять словарем. Или сделайте ифом, но это не так прям рекомендуется. Вот, измените, чтобы это было еще лучше. Попробуйте. Я даю вам возможность сделать самостоятельно. Вы это сделаете, еще больше смотивируйтесь, убедитесь в том, что вы научились, что вы умеете и переплюнули все, что я тут вам показываю. Что я вам тут показываю, когда вы сами делаете все мастерски. Итак, делаю свой ламерский способ. Давайте сделаем print и посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, в итоге, что у нас тут получается? Top left, top и left 0,0, потом 13,40. Top left before и after 0. Left 13 сначала, потом 45. В Y у нас топ изменился, а left не изменился. Ну вот и все наше прекрасное тестирование. Немножко перепутал. Вот видите, очень запутанно получилось с индексами, и поэтому вы должны сделать максимально не запутанное, чтобы моя вот эта проблема была исправлена, и вам было удобно и понятно здесь с этим работать. Наверняка многие перфекционисты, которые смотрят, если смотрят, думают, что за хрень. Вот, поэтому обязательно зайдите и прям вот докажите и сделайте, ну, сами в себе, конечно же, сделайте правильно, чтобы это выглядело красиво и правильно. Такая очень интересная ситуация, когда учителя специально лажают с какой-нибудь задачей, на примере на уроке, чтобы потом ученик
удивился, обрадовался тому, что он нашел косяк в каком-нибудь учительском примере там задачи, потом его исправил, был очень рад. Но это как раз таки, ну если действительно учитель нереально не налажал, осознает, что он идет на это умышленно. Вот, но иногда это я делаю умышленно, иногда нет, но я и не являюсь учителем. Вот, поэтому, в принципе, все, что я делаю, можно и нужно переделывать, предлагать свои варианты и так далее. Что ж, нам осталось сделать только наши длиннющие negative messages. И все заливаем в Git. А на этом у нас все. Мы закончили писать все тесты, которые я планировал написать, которые я написал. Мы вместе с вами уже много времени, если вы со мной достаточно давно, провели вместе, сделали многое. Нам остался последний шаг. Это сделать и красиво оформить все это в Allure. И затем, да, все будет готово. За исключением тех изменений, улучшений, которые придумаете вы. Но это не мое последнее видео и не мое последнее слово в этом плейлисте, поэтому сейчас пришло время привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.